Вообще сегодня хотела поговорить про сюрпризы в нашей жизни и насколько они важны и нужны ли нам в жизни сюрпризы. Недавно попалась статья, точнее не попалась, а на уроке английского мы изучали такую статью про сюрпризы. Оказывается, что есть даже книга, которая изучает книга с названием «Сюрприз. Принимайте непредсказуемое и создавайте неожиданное». Вот так называется книга. И автор книги говорит, что когда мы удивляемся, и к лучшему это происходит, или по хорошему поводу мы удивляемся, или по плохому, наши эмоции усиливаются до 400%. До 400%. Про себя могу сказать, что я вообще, в принципе, любитель сюрпризов, обожатель сюрпризов. И их не так много в моей жизни, но иначе, если бы их было много, я бы, наверное, уже не воспринимала это все как сюрприз. Но мне пришла в голову такая мысль, можем ли мы сами себе делать сюрпризы? То есть будет ли это для нас сюрпризом? Например, что можно считать сюрпризом? Что такое сюрприз вообще в принципе по жизни, да, по сути? Это что-то неожиданное для нас, то есть то, что мы не ожидаем. И как мы можем себе сделать сюрприз? А если, например, тебе в голову пришла какая-то идея, и ты хочешь ее осуществить, и это будет для тебя сюрпризом, то есть я хочу сказать, что результат этой идеи будет для тебя сюрпризом, вот я считаю, что скорее всего да. Скорее всего, да. Если ты решишься на какое-то новое действие, то результат этого действия будет для тебя сюрпризом, потому что раньше ты этого не делал. И я сейчас не говорю о каких-то грандиозных целях, больших делах, я говорю вообще в принципе о повседневности, о нашей рутине. Иногда можно просто ощутить себя в каком-то дне сурка. У меня уже как-то давно было видео про день сурка. И вот тут возникает вот этот момент с сюрпризом, да, что как можно разбавить свою рутину. Например, я, как обычно, вписалась в очередное мероприятие. Я вписалась в очередную активность. В одно спортивное мероприятие. И надо пройти пешком несколько километров. Чем больше, тем лучше. По-моему, не больше 50, но я на такое не способна, как это марафонская дистанция. Нужно пройти пешком сколько-то километров, сохраняя такой темп достаточно быстрый. Я такого не делала никогда, хотя я, в принципе, люблю ходить. Но сегодня день был выбран максимально некомфортный, потому что дождь, градуса 3 на улице, к нам вообще какая-то зима пришла. И ветер. В общем, это максимально некомфортный день для прогулок, но раз уж вписалась, надо выполнить, принести очки общей команде, поэтому я делаю. То есть я не могу сказать, что это для меня, что это я устроила себе какой-то сюрприз, вот. Но это та активность, которую я никогда не делала, можно сказать, что это что-то такое неожиданное для меня. Хотя сама активность, она в принципе не является какой-то уникальной, просто пройти по улице. Но то, что будет результатом этой активности, вот это будет для меня сюрпризом. То есть сколько я смогу пройти, за какой период времени и на что я способна. То есть это опять же такой путь понимания себя, раскрытия своих потенциалов, возможностей, в том числе физических. Поэтому это все в копилку, идет все в копилку опыта моего. И
копилку раскрытия себя, работы над собой, понимания себя и так далее. А сейчас я прошла где-то около 3 километров, мне кажется. И сейчас не могу посмотреть, потому что очень холодно, мне пришлось надеть перчатки. Очень неожиданно похолодало. Вот. Посмотрим, что будет ближе к концу моего трека. Постараюсь еще записать какие-то свои впечатления ближе к концу. Иду уже обратно. Изначально у меня был план вообще другого маршрута. Был выбран другой маршрут, но лайф-плиз прицепился. Но так как пошел дождь, пришлось скорректироваться. И я не пожалела, потому что здесь прям максимально прикольная такая сейчас атмосфера осени. И, в принципе, никого нет, что очевидно. Единственное, что машины ездят очень громко. Не знаю, насколько хорошо меня слышно. Но я хочу сказать, что на середине пути открывается такое какое-то второе дыхание. И хочу сказать, что мы часто откладываем что-то, что планируем из-за тех же, например, погодных условий. Вот, какая красота. Вообще красотища. Из-за тех же погодных условий. Но если ты все-таки задумал, и какая разница, дождь или там снег, ветер и так далее, просто сделай это. Потому что тогда ты точно будешь удовлетворен своими, так сказать, действиями, потому что как ты задумал, так ты и сделал. То есть ты себе в этом плане доверяешь и не предаешь себя. Я даже помню случай, когда я подписалась на фотосессию, то есть я была в качестве модели, и мы запланировали фотосессию тоже на какой-то день, и прям с утра был вообще ливень. И у девушки было несколько фотосессий в этот день, и все остальные отказались. Только я осталась, так сказать, верна своему решению. И мы с ней провели фотосессию. И я могу сказать, что это были офигенские вообще получились фотки. Мы приехали в место, где обычно куча народу, но в этот день не было никого. И мы были вообще вольны в своих, так сказать, снимках, не знаю, локациях там и так далее. То есть это было вообще максимально верное решение. Ни разу мы вообще не пожалели об этом. Вот, поэтому, если задумали, то не нужно пугаться дождя. Это же осень. Это стандартная погода для осени. Ничего здесь такого нет сверхъестественного, какого-то прям фу. И для меня, как я уже говорила, природа нет плохой погоды. Да, может быть, не очень комфортно гулять под дождем, но если ты, ну точнее под ветром, когда есть ветер, но если ты вот под зонтом, то это прям максимально такой уют создает для меня зонт. Есть люди, которые зонты не любят, но я люблю зонты. Вот, у меня их несколько. И в целом, как на улице зонт создает уют, так дома создает уют дождь за окном. Вот, у меня как-то так. Я заканчиваю свой путь Сантьяго. Прошла я около 7 километров. Я думаю, что я закрою 7 километров. Я в итоге прошла 8 километров. В итоге дождик останавливался, продолжался. Сейчас вот опять что разошелся.
Вот. Получилась такая кардио-тренировка с утра, что тоже, я считаю, неплохо. Вот. Поэтому я рада, что я это сделала, что я вот отписалась. И самое главное, что я не отступила от этого дождя и в итоге выполнила дисциплину ходьба. Средний темп у меня был где-то 9 минут за километр. Темп здесь тоже важен, поэтому это не просто прогулка, это можно назвать полноценной тренировкой. Вот. Ощущения довольно приятные, потому что начинать день с тренировки всегда очень классно. Значит, день пройдет не зря. Не зря. И вообще все не зря. Честно говоря, я думала, что это будет проще для меня. Мне казалось, что я смогу и 20 километров пройти таким темпом. Но может быть еще погода и вот это все. То есть я думаю, что 10, наверное, был бы мой максимум. Но на сегодня 7 километров это уже, я считаю, очень даже неплохо. Вот. Поэтому вот моя точка отсчета, что я могу пройти таким темпом 7 километров. Это моя начальная точка. Сегодня я узнала про себя немножечко больше, о чем я говорила в начале своего пути, если можно так сказать, что каждое действие дает нам пищу для размышлений, и мы с каждым разом чуть больше узнаем себя и свои возможности. Заняло это там чуть больше часа, и для меня это было сюрпризом. Вот эти цифры, которые мне приложение показало, вот этот трекер, для меня это было сюрпризом и неожиданностью, потому что, во-первых, я не знала, что я могу пройти пешком там 8 километров, я не знала, за какой период я могу пройти эти 8 километров, и как вот этот темп, километраж, вот это все, как это все считается, это было для меня, в принципе, новым опытом. Я никогда до этого не использовала какие-то там трекеры, вот, но сегодня это было прям такой новый опыт для меня, и результат этого опыта я могу рассматривать для себя как сюрприз. То есть это такая приятная неожиданность. Тем более вот в этот день он начался для меня неожиданно, потому что этот день начался, грубо говоря, там со спортивной тренировки. По итогу я узнала не только о ходьбе что-то новое, а еще узнала о себе что-то новое, да, что я могу, на что я способна, как это все выглядит. Я хочу сказать, что вот такие сюрпризы мы можем делать себе, в принципе, там, каждый день. Каждый день. Вы можете называть это сюрпризом, можно называть это каким-то, не знаю, действием, новым действием каким-то, воплощением каких-то идей, там, даже безумных, делать какие-то мелочи, пробовать что-то новое. И таким образом создавать какие-то, не знаю, там новые нейронные связи, лучше узнавать себя. А что может быть интереснее, чем узнавать себя? Чем узнавать то, какой ты человек, что тебе нравится, что тебе интересно, на что ты способен, узнавать свои возможности, свои там склонности какие-то и так далее. Это же вообще, это очень интересно. И вообще это бесконечный процесс длиною в жизнь. Поэтому вот такие вот моменты, они для меня они очень ценны, и они действительно помогают узнать себя лучше. На самом деле ты можешь даже не представлять, на что ты способен и что тебе там интересно. Просто некоторые вещи мы даже отметаем, даже не попробовав. И вот про себя могу сказать, что я
не люблю бегать. То есть я люблю ходить, я люблю, в принципе, спорт, я хожу там в спортзал и так далее. Но вот что касается бега, я вот вообще как бы, ну, я не противник, но я вообще не любитель даже бега. Хотя по факту я никогда не занималась бегом вот так, чтобы прям сказать, что я вот бегаю. Там люди там говорят, я там начал бегать по утрам или там по вечерам или вот что-то такое. Для меня это вообще как-то, ну, я это не применяю к себе, то есть я не пробовала так, и мне кажется, что мне не понравится. Вот. Хотя, наверное, нужно дать бегу шанс. Наверное, нужно. Что касается еды, опять же, да, я уже 100 раз говорила, что я люблю готовить, и можно приготовить что-то, ну, действительно что-то необычное, купить какие-то необычные там продукты, какие-то соусы необычные, приготовить блюдо какой-то там национальной кухни в другой, да, и попробовать такое. Пробовать что-то новое в творчестве, там рисование, не знаю, пение, игра там на музыкальных инструментах. Пусть это будет даже один день, но это уже будет в копилку вашего опыта, и вы уже как бы попробуете и не будете про это думать. Да? Я много раз про это говорила, что у нас очень много мыслей в голове, и мы можем реально пребывать в таком состоянии, что нам кажется, что вот когда что-то случится, я вот этим занимался бы вот этим, и по факту мы ждем какого-то там, не знаю, момента, чтобы позаниматься там, или там воплотить какую-то идею в жизнь. А по факту это можно сделать все довольно просто, без каких-то там, не знаю, безумных трат, денег и так далее, просто разбавив рутину и устроив себе вот такой неожиданный сюрприз в виде какого-то необычного для тебя действия. Нужно вносить в свою жизнь сюрпризы. Нужно разбавлять рутину, чтобы жизнь не казалась рутиной, да, делать что-то новое, пробовать что-то новое, не откладывать свои идеи до какого-то там лучшего момента, там сейчас неподходящий момент и так далее. У нас момент вообще всегда неподходящий. Даже сегодня вообще льет весь день, да, и можно было остаться дома и сказать, ну, дождь, как бы, куда я сейчас пойду, какая там ходьба, и о чем речь, там, мокнуть и так далее, но ты просто, ну, как, одеваешься, берешь зонт и идешь, ну, а что? Ну, дождь, ну, сейчас осень, сейчас всегда будет дождь, как бы, он будет часто, поэтому это уже как бы отмазки начинаются. Если вы думаете, что у вас там нет человека, который сделает вам сюрприз, то не нужно ждать какого-то там другого человека, нужно брать себя и делать себе сюрприз самому. Вот. Вы всегда у себя есть, и вы всегда можете себе устроить сюрприз и разбавить свою жизнь каким-то новым действием для вас. Я знаю, что есть люди, которые не любят сюрпризы, и я знаю таких людей лично даже. Вот. Но с моей точки зрения, это те люди, которые пытаются все, знаете, в жизни контролировать. Когда человек, который не любит сюрпризы, получает какой-то сюрприз или какую-то неожиданность, для него это будет не совсем комфортно, потому что он не контролирует эту ситуацию. Но я к таким людям себя не отношу. Мой такой девиз по жизни как бы не контролировать, а доверять жизни, доверять Вселенной. И я знаю, что я не все могу контролировать, поэтому люблю сюрпризы и стараюсь вносить в жизнь что-то новое, неожиданное для себя, открывать, пусть и маленькие, но новые горизонты, если можно так сказать. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в следующих видео.